Bastan ötken küllerde az gana yatka alayım. Bastan ötken küllerde az gana yatka alayım. Больное место. Это как болячка, которую надо лечить. Şağalap konuş baskan Amu deryanın boyun Gözde kırmanı taskan Ataydı ham kalkam Gözde kırmanı taskan Ataydı ham kalkam. Аральское море – одно из величайших озер мира. Оно в 2 раза больше Байкала. Его длина 428, а ширина 284 километра. На Арале множество больших и малых островов. Самые значительные из них – Кук-Арал, Барса-Кельмес, Возрождение, Муйнак. Меня зовут Владимир Алексеевич Зуев. И живу в городе Муйнаке, Республика Карабастан. Предкова Екатерина послала организовывать рыбное хозяйство. Моя бабушка родилась здесь в 900 году. В Муйнаке раньше было население разное. И русские были, казахи, и каралпаки были, даже чечены были, потом калмыки были, евреи были. Я жил прямо на берегу Муйнакского залива. У нас был двор, если можно сказать вот так, за лет моторную лодку привязывали. Это как, само собой бедствие, что вокруг Муйнака, если он раньше был остров, то сейчас нет воды, и воды не хватает. После того, как в 1961 году вода начала уходить, большинство русских надо уезжать. Мы здесь вросли корнями, и нам некуда ехать. Не то, что некуда ехать, мы не хотим никуда ехать. Зачем нам ехать, когда предки завещали нам здесь жить, на этой земле. I'm Atabek Suleimanov. I'm 40 and I live in Tashkent, Uzbekistan. I'm a beginner DJ, you know, and I do this vinyl mixing. So I thought that I should be doing something in a very kind of unusual place. And then we went to Muynak just with friends. And standing there at the, what used to be a seashore, you know, I said like, well, we could set up a small party here without any crowd, just by myself and a couple of my friends, you know, lonely shepherds. It's such an empty space. It's very spacious. And you think that it's like a white
board where you can draw anything, literally. And I thought it would be really eclectic if electronic music sounded there. Сам фестиваль «Стихия» называется, да? Наполнен звуками орал. Если звуки дойдут до орала, может быть, и проснется этот бог орала, который может свернет большой фонтан воды, который может заполнить орал. Все возможно в нашем мире. А от чудес никто не застрахован. Правильно? Здравствуйте, люди, здравствуйте, люди, здравствуйте, люди Ташкента. Дети горячей, дети горячей, дети горячей земли. You know, you have 4 million people in Tashkent. It has its own authenticity, you know, that comes from even the Soviet days, you know. You can tell that it's still there, you know, it's untouched. We don't have nightclubs in a sense that you, for example, you would meet in Moscow or even in Almaty, for example. There's no place where you would go for the music itself. Luckily, there is a community. It's not big, but it's growing. We have a project called Fragment, and it's my close friend Yuri, who is managing it. Фрагмент — это дом. Единственное место, которое хоть как-то сейчас формирует тусовку, реально формирует ее, это вот это место, где находимся сейчас мы. Меня зовут Юра, я живу в Ташкенте. Мне 40 лет, я вернулся в Ташкент 1,5 года назад. После 13-летнего отсутствия я был в Москве, вот, в поисках себя, наверное, больше. Вот. И полученный опыт я привез сюда и пытаюсь сейчас совместно с моими друзьями все, что я получил, принести сюда, донести до Ташкента и до Узбекистана. Одна из ключевых идей была, что мы отсекаем все лишнее, оставляем чистый вот нерв, оголенный нерв, который должен помочь нашей стране двинуться куда-то. Мы хотим это зерно здесь посеять. И вообще, по-хорошему, фрагмент прокатился бы по всему Узбекистану, по всем городам, чтобы люди узнали, что есть такая музыка, и такая музыка, и такая, и что есть музыка для потанцевать, и что есть музыка для подумать, есть музыка для поспать. И музыки тьма, миллион, на любой вкус. Все есть. Надо только об этом сказать. Стихия, да, это было наше с Татабеком знакомство. Я вот только прилетел в Ташкент. Мы с ним познакомились, буквально полчаса мы с ним пообщались, с Татабеком. У него уже была идея, он мне сказал, давай, и все.
Никто не верил. Самое интересное, я многим людям говорил, что вот будет там на Аральском море, хотим сделать фестиваль. Мне просто откровенно, честно смеялись. Что? Это что вы что? Что вы там придумали? Ничего не получится. Electronic music here in Uzbekistan was not the part of a mainstream. We have very big layer of folk music. Uzbek folk music, it's something that I also listen. Strangely, but I also like that because it sounds really beautiful. We want to bring some more type of music to people, to those who would share the same love of electronic music. Хочется верить, что все меняется. Не может на месте все стоять. Birjak bulup yıkız hem bulgan Bölüm bölüm yerler kara kalmakta Yürek oşup kankıldasıp gaz bulgan Aydın aydın küller kara kalmakta Şarvaları kuşu batar jaylagan Biye salıp katar kulun baylagan Ulan tiyekleri sikri oynagan Kıya kıya şöller Av kara kalpakta Hav iya 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 Oh yeah, 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 Yürek hoşu kankıldasıp gaz bulgan Aydın aydın küller kara kalpaklar Когда президент обозначил, что надо заниматься туризмом, когда началась реклама Муйнака, Орала и всего такого, что у нас это здесь вообще происходит, тогда более-менее стали туристы ехать. А так до этого вообще их никто здесь и не видел, не знал, что есть такой туризм. Это своего рода как реклама, чтобы люди как-то лицом к проблеме Орала обернулись. Буйнак, туда попасть, во-первых. Во-вторых, там это закрытая субкультура как будто бы, там какая-то своя. Люди живут там совершенно другими вещами. И так просто приехать и сказать, сегодня у нас будет техно, ребята, и будет до утра. Это немножечко самонадеянно. Это вообще один из первых фестивалей в Узбекистане, на который, во-первых, разрешили, а во-вторых, который объединил не только людей, которые находятся в самом Узбекистане, но еще позвал сюда людей из Бишкека, с Алматы, ну то есть соседних стран. И сюда не приедет случайный человек, сюда приезжают именно такие люди, которые вот хотят увидеть все вот это вот по-настоящему. Высохшее Аральское море – это тоже олицетворение того, что происходит сейчас с планетой. Я приехала за музыкой и прочувствовать именно эту волну, когда много людей
находятся под единой волной музыкальной. Я хочу это всецело прочувствовать. Электронная музыка для меня — это способ прочувствовать свой внутренний мир. Да, у нас обычно такое событие происходит. Да, очень редко, особенно в Каракалпакстане. Аральское море высыхает и очень быстро. И действительно, регион является, по сути, бедственным регионом. Соли очень много. Очень соль. И песок этот теперь уже везде абсолютно. Хотя раньше было не так. Я слышал то, что обрезали путь от Амудари до Сырдари, который заполняла воду Аральского моря. Все вот дамбы построили, все просто жесть. Теперь Аральского моря нет просто. Честно говоря, в нашем возрасте такого не было. Вот я хочу, чтобы дети это тоже, да, вот с малых лет, чтобы они уже это все видели. Здесь, ну, они спрашивают, а что, говорят, они эту всю воду выпили, что ли? А куда, говорят, она исчезла? Вот я вот сейчас им потихоньку объясняю, что, само собой, воды вот не стало, да? Ну, пока дети, им только на своем языке же нужно объяснять. Сама вот вода была, и вдруг что-то ее не стало, и все. Потому что им не скажешь, что там на хлопководстве или еще на что-то. Мы с Атабеком как два льва боролись до последнего. Прям. Вообще новые рельсы, люди не понимают, что вы там хотите. Там же степь, пустыня. Что вы там будете делать? Как? Самое главное, как? И когда мы туда поставили эту сцену, ночью, вечером, когда стемнело, включили свет, звук, и я стоял просто, я думал, как это вообще? Я сам не верил. Music can emerge in totally unexpected places. Stihia is a force of nature. It has also the second meaning. Stihia means a personal universe. It's like something that is close to you, where you find a better version of yourself. To most of the people, when they hear about electronic music at the bed of RLC, this is, of course, kind of a wow effect. You would expect something like this somewhere in Ibiza or Europe or anywhere, but not in Muinak. This local women with their grandchildren, and you would see these punk guys, coming from, I don't know, they were from Tashkent or from Moscow, and all of them are united in this techno music. And it's like Babylon, you suddenly realize that even these people, they don't share the same language, the same culture, but they're together. It was shocking for them, of course. These bizarre sounds coming out of nowhere, from out of the sky. Я же стоял на сцене практически всю ночь. Единственное, что я видел, это было море, только море из людей было. То есть тут пустое море, а здесь море из людей.
Конечно, грустно. Это равносильно какой-нибудь орган отрезать или вообще что-нибудь. 2 года назад вода была вот здесь. Вот видишь, береговая черта, как волна играла, так осталось. Здесь мы ходили, это все водой было. Почти под самые. Вот, значит, уровень за эти 2 года упал где-то 2-2,5 метра. Все видно невооруженным глазом. Туда приезжаешь, и ты понимаешь, что там стихия в буквальном смысле этого слова. Люди, ветер, и солончак, и корабли мертвые, и просто пустыня. Это жуткое впечатление. Многие критикуют, что типа как вы там на костях на этих танцы устраиваете, но мы своими средствами, которыми мы можем, мы доносим до людей. Такой кусок воды высох, и думать, что это не коснется никого, это довольно, мне кажется, неответственное какое-то понимание проблемы. Of course, we know that we cannot bring back the sea, although we say we're like nomads, or I would say rainmakers, you know, like ancient rainmakers trying to call for the rain, for the sea. Не зря же сегодня-завтра фестиваль такой, что стихия. Своими голосами, там, музыкой, как бы с будоражем орал, чтобы вода пришла. Ну, может, так и будет. Когда-нибудь.